Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LifeUp. Поехали! И сегодня у нас наш старый знакомый Asus Phonopad 7 или K004 или ME371MG. В данном планшете мы меняли контроллер заряда АКБ. Ссылочку вы можете увидеть в правом верхнем углу. Планшет работает, все хорошо, но вот сенсор, к сожалению, разбит. Сегодня будем менять сенсор. Приступим к разборке планшета. В первую очередь снимаем пластиковую крышку, под которой у нас лоток сим-карты и лоток microSD карточки, и откручиваем два винта на плате. Берем пластиковую или в моем случае металлическую лопатку и отсоединяем заднюю крышку. Проводим по периметру и затем помогаем себе пластиковой карточкой. Делаем это с одной стороны и затем с другой стороны то же самое. Снимаем заднюю крышку и убираем в сторону. Теперь необходимо отсоединить шлейф дисплея и шлейф сенсора с помощью пластиковой лопатки. Отсоединяем, отгибаем, чтобы не мешались. Кстати, обнаружил тот факт, что для замены сенсора не обязательно разбирать планшет практически целиком. Достаточно просто отсоединить шлейф сенсора, отогнуть в сторону, и сенсор уже можно будет заменить. Но я для наглядности решил все-таки разобрать планшет целиком. Отсоединяем разъем аккумуляторной батареи, разъем вибромоторчика и затем разъем аудиодинамика. Отсоединяем шлейф кнопок включения и громкости. Теперь откручиваем все винты, которые крепят плату. У меня, к сожалению, не все винты были на месте. И плата у нас легко и просто извлекается. Приступим к снятию сенсора. Сенсор у нас сидит на довольно-таки прочном, надежном двухстороннем скотче, поэтому не жалеем времени, греем очень хорошо, температурой 120 градусов. Начинать отклеивать будем снизу, поэтому этой части уделите большее внимание. Берем тонкую металлическую лопатку либо лезвие и поддеваем снизу и продолжаем греть. Нам необходимо срезать двухсторонний скотч под сенсором, поэтому ее как можно глубже нужно просунуть к дисплею, но при этом нужно чувствовать грань, чтобы не повредить дисплей планшета либо телефона. Поэтому аккуратно, бережно, не жалейте времени, может получаться не с первого раза,
Также у меня не с первого раза получилось ее просунуть. Ну вот у нас получилось ее хорошо зацепить, и теперь начинаем срезать скотч. Отклеиваем сперва нижнюю часть и потом по такому же сценарию отклеиваем все остальное. Ту часть планшета, которая сейчас ближе к нам расположена, мы оставим на потом, так как там проходит шлейф сенсора и там необходима некоторая аккуратность. Пусть сенсор у нас и не новый, мы его меняем, но сразу приучайте себя к бережному отношению даже к снимаемым деталям, так как это вырабатывает у вас некоторую аккуратность, которая как раз таки в данном ремонте необходима. Если вдруг сенсор разбит очень сильно, то его можно заклеить обычным скотчем, чтобы осколки не разлетались. Ну вот мы подходим к финалу. Теперь сенсор можно будет подцепить какой-нибудь лопаткой, например, и приподнять. Подогреем еще немного феном и потихоньку, аккуратно отгибаем сенсор. Сенсор отклеился у нас вместе с дисплеем, ничего страшного. Отгибаем и вынимаем шлейфы из прорези. Ну вот и все. Сенсор вместе с дисплеем мы сняли. Теперь необходимо отделить дисплей от сенсора. Для этого подогреем немного феном, просунем тонкую пластиковую карточку, и дисплей легко отойдет от сенсора. Теперь наступает самая неприятная и нелюбимая часть работы. Это очистка двухстороннего скотча старого. Большие куски мы счистим чем-нибудь острым. А вот с остатками нужно повозиться с помощью ватной палочки и бензин калоши я использую. Перемотаем эту не очень интересную часть. От следов скотча мы избавились. И теперь приступим к приклеиванию двухстороннего скотча. Использую обычный двухсторонний скотч черный. Он хорошо подходит для приклеивания сенсорной панели планшета. Установим дисплей на место, предварительно продев шлейф дисплея в специальную прорезь. Теперь необходимо очистить дисплей от частичек пыли, отпечатков пальцев с помощью специального скотча. Он продается в магазине запчастей для телефонов. Снимаем с сенсорной панели заводскую защитную пленку со внутренней стороны. Теперь аккуратно продеваем шлейф сенсорной панели в прорезь специальную и
ставим сенсор на место, но предварительно его не прижимайте. Вот мы установили сенсор, и теперь нужно подогреть также температурой 120 градусов, чтобы скотч немного размяк, и затем прижать. Таким образом получится более надежное и крепкое сцепление. По бокам также можно пройтись феном, но, к сожалению, прищепки у меня уже закончились. Буду использовать обычные канцелярские прищепки. Ну и оставляем так минут 5-10. Разбираем нашу конструкцию. И начинаем собирать планшет для проверки. Устанавливаем на место разговорный динамик. Также возвращаем на свое место плату планшета. И прикручиваем ее всеми винтами. Теперь подключаем шлейф дисплея. И вот такой двойной шлейф сенсора, с которым капец как пришлось повозиться. Подсоединяем разъем вибромотора и разъем аудиодинамика. Подсоединяем разъем аккумуляторной батареи и шлейф кнопок питания и громкости. Включаем планшет для проверки. Грузится капец как долго. Все отлично работает, сенсор отзывается хорошо. Выключаем планшет и ставим на место заднюю крышку и пластиковую накладку. Друзья, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.